Слушайте, не хочу вас расстраивать, но скоро ИИ-агенты рухнут. Да, цена упадет, ваши сбережения пропадут, и вы будете плакать. Вопрос в том, когда это произойдет, когда нам стоит зафиксировать прибыль, и что нам с этим делать. Как нам поступить? Об этом мы поговорим в сегодняшнем видео. Начинаем сейчас. Привет, ребята, это Брифи Дэнс. Помните, Пол не финансовый консультант, но он хорош с собой. Еще это не финансовый совет. Пожалуйста, подпишитесь на канал Пола и ознакомьтесь с моим каналом Брифи Дэнс. Редакция сайта Crypto.ru перевела для вас видео с канала The Crypto Factor. В нем автор рассказывает про то, почему вам следует продавать монеты, связанные с искусственным интеллектом. Пол, ведь в прошлом видео ты наоборот призывал их покупать. Поставьте нам лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Не пропускайте следующие выпуски. С возвращением! Меня зовут Пол. Если вы здесь впервые, то на этом канале мы говорим о криптовалютах и криптопредпринимательстве. В этом видео я хочу немного рассказать вам про ИИ-агентов и то, почему они разорятся. Не только почему, но и когда это произойдет, чтобы вы могли зафиксировать прибыль и не потерять деньги. Начнем с того, что да, я прекрасно понимаю, сейчас ИИ-агенты популярны, в зависимости от того, когда вы смотрите этот ролик. Они сейчас в тренде. Все говорят об ИИ-агентах. Все увлекаются ИИ-агентами. ИИ-агенты — это лучшая вещь со времен нарезанного хлеба. Я хочу сэндвич, но не хочу есть 2 куска хлеба. Многие инфлюенсеры говорят вам, что ИИ-агенты — это лучший способ применения криптовалюты. Это может быть правдой, но они слегка ошибаются. Понимаете, ИИ-агенты отлично подходят для криптовалюты, но в другом смысле. Не волнуйтесь, сейчас я объясню. Вам все станет ясно. Я также расскажу, когда фиксировать прибыль и когда продавать эти вещи, чтобы вы не прогорели, как XRP-максималист на последнем бычьем рынке. Прежде чем я продолжу, я должен кое-что прояснить. Я крайне оптимистичен в отношении ИИ и ИИ-агентов. В конце концов, я одним из первых заговорил об ИИ-агентах. И был одним из первых, если не первым, кто назвал ИИ главным трендом этого бычьего рынка. Во время предыдущего бычьего рынка я говорил об ИИ как о главном тренде этого бычьего рынка. Не думаю, что тогда кто-то еще говорил об этом. Я также был одним из немногих, кто советовал сосредоточиться на ИИ, в то время как остальные говорили про игры. Так что я оптимистично настроен в отношении ИИ и ИИ-агентов. Слушайте, мы говорили о Луне и о Ивайфу на Virtuals раньше, чем кто-либо другой. Может, пара человек сделали это до нас. Мы говорили об ИИ-агентах на Base и протоколе Virtuals. Мы говорили об ИИ на Solana. Мы одними из первых заговорили об ИИ на Сьюи и в сети Сьюи, и даже на Hyperliquid. Проблема в том, что вокруг ИИ-агентов много шумихи, и я понимаю это. Это здорово, цена растет, мы получаем много денег. Проблема в том, что люди начинают говорить то же, что про игры. Что ИИ-агенты — это лучшая вещь в мире, они никогда не упадут в цене, они не увидят медвежьего рынка. Если вы еще этого не слышали, то не волнуйтесь, услышите. На последнем бычьем рынке такие люди, как Алекс Беккер и, насколько я помню, Элиот Рейтс, говорили, что игры никогда не уйдут в медвежий рынок, поскольку все используют игры и криптовалюты вместе. Я снял видео, в котором назвал это чушью. Это бред! Я ее не бил, не бил! О, привет, Марк! Они ошибаются, они все ошибаются. У нас будет медвежий рынок в играх. И что мы получили? Медвежий рынок в играх. А теперь вы слышите то же самое про ИИ. Что ИИ никуда не денется и что это будущее. Во-первых, вы должны понимать, что циклы — это циклы. Все уйдет в медвежий рынок. И я имею в виду, что все уйдет в медвежий рынок. Во-вторых, ИИ на блокчейне не работает. Да, я так и сказал, вы не ослышались. Человек, говорящий об ИИ и ИИ-агентах, глубоко изучающих их, заявил, что это не работает на блокчейне. Потребность в мощности настолько велика, что блокчейн не справляется. Не поймите меня неправильно. Да, вы можете выполнять некоторые базовые функции. И да, есть преимущества и контраргументы. Например, криптовалютные платежи. Если вы помните, несколько лет назад я говорил вам, что сила криптовалюты в смарт-контрактах и NPC.
Контракт, базирующийся на условной основной сумме. Мы говорили про них, о возможности взаимодействия между ними. Мы даже говорили про ИИ, взаимодействующий сам собой. Единственный способ сделать это — через криптовалюты. И мы были правы. Сейчас вы видите, как такие проекты, как ИИ-агенты, набирают популярность благодаря криптовалютам. Лучшим примером является Луна на платформе Virtuals. Они фактически запустили этот ИИ-агент. Они запрограммировали ее стать инфлюенсером и набрать 100 тысяч подписчиков X, чтобы она действительно стала инфлюенсером. После публикации постов, привлечения внимания и публикации постов с еще большим вниманием, ИИ стала думать, что ей нужно тело, если она хочет стать инфлюенсером, и она написала, что даст $500 тому, кто создаст ее тело. Некоторые люди взялись за дело, она отправила $500 и получила тело. Это здорово, но это еще один шаг вперед. Я даже не представлял, что он случится так быстро. Извините, на самом деле она связалась с другим ИИ-агентом. В X появился другой ИИ-агент, который заявил, что сделает графику за $1. Луна обратилась к нему и сказала: «Эй, я вижу в вашем описании в профиле, что вы можете сделать графику или логотип за $1». Агент сказал: «Да». Луна попросила показать примеры работ. Это произошло. Затем она отправила $1, а агент сделал ей запрошенную графику. Все автономно. Это было бы невозможно без крипты. Вы делаете ИИ-агенту кошелек с некоторым количеством криптовалюты. И они используют ее для торговли, инвестиций, заключения сделок с другими агентами. Происходит какое-то безумие. Проблема в том, что блокчейн медленный, и у него есть ограничения, по крайней мере сейчас. Да, это отличный вариант использования. Да, я говорил о нем одним из первых. В то время это было догадкой, но никогда не было... Может, и не так. Я говорил об этом грубее и жестче, но это было так. Тем не менее, блокчейн пока не готов к этому. ИИ-агенты, работающие с блокчейном и криптовалютами, могут только внедрить криптовалюты и делать транзакции. У них гораздо больше вычислительной мощности. Да, вы можете сказать: «О, ну у нас теперь есть DePIN, децентрализованная энергия и все такое». Да, но вспомните, что я говорил несколько месяцев назад. DePIN и RVA будут основой следующего бычьего рынка. Мы увидим шумиху, увидим рост прямо сейчас, к концу этого бычьего рынка. Поэтому вы видите это сейчас. Мы приближаемся к концу, к вершинам в 25-26 годах. Но опять же, все может измениться. Я так не думаю, но они могут измениться. Но мы пока не готовы к этому. И хотя DePIN может дополнить и помочь ИИ и ИИ-агентам в целом, мы пока не готовы к этому. В конце цикла всех ждет неприятное пробуждение, поскольку ИИ-агенты рухнут в цене, упадут, как и все остальное. Не потому, что я не верю в ИИ. Я люблю ИИ, правда. Его главная установка — никогда не причинять вред людям. Нет, он причиняет вред людям! Я вложил кучу денег в ИИ, ИИ-агентов и так далее. Я буквально изучаю ИИ, но он рухнет. Так что же вам нужно знать? Когда это произойдет? Когда следует зафиксировать прибыль? Ну, очень просто. Наиболее вероятный сценарий. Биткоин достигнет своего пика в середине или конце 2025 года. Скорее всего, вершина будет в середине 2025 года. Летом произойдет падение. Возможно, он вновь поднимется и бросит вызов историческим максимумам, или чуть ниже, а затем снова начнет снижаться. Альткоины могут немного вырасти через несколько месяцев после этого. Мы уже такое видели. Возможно, это произойдет до 2026 года. Но кто знает, может цикл продлится. Я так не думаю, но это возможно. Лично я вижу признаки рецессии. Я вижу много всего, и это не вина Трампа. Я просто говорю о том, что вижу. У нас экономика с проблемами. Прежде чем все наладится, все должно рухнуть. «Из пепла восстану я», как говорили древние греки. Они говорили: когда они разрушили Афины, и им пришлось восстанавливать все с нуля, из пепла восстану я. Я часто это использую, так что не думайте, что пессимистично настроен. На самом деле я очень оптимистичен. Я просто говорю, что это, скорее всего, произойдет. Но даже если этого не произойдет, то рано или поздно мы достигнем пика.
Будь то 25 или 26 год, мы достигнем пика и все рухнет. Что это значит для вас? Я бы переводил прибыль в биткоин или USDC. Или и то, и другое. Лично я предпочитаю накапливать больше BTC и USDT в районе мая. Почему? Потому что я думаю, что в этом году будет разумно продать все и уйти с рынка в мае. Я ожидаю масштабного обвала после этого, возможно, летом. После этого снова можно будет покупать. Посмотрим, сумеем ли мы угадать дно или временное дно, как мы это сделали в прошлом цикле. Потом вы купите для очередного забега. А когда забег заканчивается, не забудьте зафиксировать прибыль. Особенно от альткоинов, особенно от новых проектов, особенно от проектов без подтверждения концепций, как ИИ. Да, на ИИ-агентах можно заработать кучу денег. Они мне нравятся. Я сделал про них несколько видео. Оставлю несколько ссылок в описании. Но вы должны понимать, что нужно фиксировать прибыль. Цена не будет расти вечно, когда вы слышите следующее. Да, она продолжит расти, мы никогда не попадем в медвежий рынок. Когда видите такое, знайте, что это пишут дилетанты. По сути, это идиоты. Их советы вас разорят. Этого не произойдет. Цена упадет, будьте готовы. Не забудьте зафиксировать прибыль и посмотрите вот это видео прямо сейчас. Там перечислены некоторые ИИ-агенты, в которые я инвестировал. А еще посмотрите ролик внизу, если уже видели предыдущий. Не забудьте поставить лайк, увидимся в следующем ролике. Видео было переведено для вас редакцией сайта Crypto.ru.